Алиса, стоп. Добрый вечер, дорогие зрители, слушатели и задаватели вопросов. Мы встречаемся с вами по пятницам. Опять пятница пришла, 6 часов вечера по Москве. Меня зовут Егор, я программист, немного менеджер, немного предприниматель. Вы задаете вопросы, я на них пытаюсь отвечать, стараясь быть вам и вашим проектам полезным. Я могу помочь в менеджменте, как мне кажется, могу помочь в архитектуре программных систем, могу помочь, наверное, в карьерном росте, но мне почему-то все больше кажется, что я могу помешать в карьерном росте, а не помочь. Но тем не менее, вы приходите и спрашиваете, а я пытаюсь вам что-то подсказать, что может вас куда-то натолкнуть или столкнуть с вашего пути. Первый вопрос. Какие слушаете подкасты? Что кроме Hacker News читаете и есть ли у вас синдром FOMO? Это один из первых вопросов. Я успел погуглить. Не знал раньше, что такое FOMO. Оказывается, Fear of Missing Out. Да, Fear of Missing Out. Страх оказаться неудел. Страх потерять момент, страх упустить интересную возможность и остаться за бортом. Есть такой страх. Особенно после того, как много раз за бортом оставались. Я уже говорил вам о том, что многие из нас, например, пропустили биткоин-волну и не стали биткоин-миллиардерами, хотя могли. Мы все с вами айтишники, и когда это криптовалюта, даже не технология, а криптовалюта появлялась, многие из нас были за компьютером, видели новости, могли купить на пару сотен долларов, пару сотен биткоинов, но многие из нас этого не сделали. И такой же провал или такое же упущение мы многие сделали в других областях. Страх, конечно, существует. Но я не думаю, что новостями можно это исправить. Я не думаю, что чтением новостей и слежением за технологиями можно лишиться, во-первых, синдрома, а во-вторых, можно успеть сесть во все вагоны всех поездов, которые отходят от всех станций. Думаю, что нужно просто привыкнуть к тому, что мы большую часть событий мы упустим и наблюдать за происходящим больше как не как пассажир поезда, который старается сесть в каждый вагон, а больше как зритель, наблюдающий за всем происходящим. Дальше. Что думаете о парадигме логического программирования? Она не популярна в коммерческой разработке, как объектно-ориентированная или функциональная, но, может быть, есть научные перспективы. Мы в прошлом году, точнее в позапрошлом, пытались применить пролог в своем проекте по type inference в нашем языке программирования. И мне кажется, что мы шли по интересному и, наверное, продуктивному пути. Мы просто не дошли до конца, потому что кончилось время, кончились ресурсы, но мы думаем, что можно вновь попробовать. Пролог – это как раз то самое логическое программирование, о котором вы говорите. Его вполне, мне кажется, можно применять и в коммерческой разработке. Но у меня опыта такого большого не было, просто я понимаю, что это, наверное, возможно. Почему это не популярно? Ну, потому что сфер применения не так много. Так же, как у квантовых вычислений. Как много мест, в которых вы примените квантовые вычисления. А они существуют. И вы можете на квантовом языке программирования написать уже сейчас программу. Другое дело, что у вас не будет самого компьютера для того, чтобы ее выполнить. Но если вы ее напишете и покажете, что в данном контексте ее применение выгодно, то вполне может найтись и компьютер тоже в перспективе. Но вы не пишете такие программы, и мы их не пишем. Потому что мало областей для применения, мало таких задач, для которых подходят именно эти средства. Я некоторые вопросы буду пропускать, потому что они повторяют то, что мы уже обсуждали. Дальше. С чего бы вы начали в роли тимлида, без опыта people management?
что бы изучали, как завоевывали авторитеты, какие метрики выбрали в первые полгода. В первые полгода я бы старался не завоевывать авторитет, а не потерять авторитет. У вас на старте какой-то авторитет есть. Вас уже назначили тимлидом. Значит, вам начальство уже некие карты выдало в руки. Вам их нужно не растерять. А это то, что в основном делают молодые менеджеры. Вы начинаете руководить, начинаете устанавливать свои порядки, начинаете командовать, раздавать инструкции и очень быстро садитесь в лужу, потому что у вас нет опыта и нет умения выживать под давлением, как со стороны начальства, так и со стороны подчиненных. Где-то я читал такую формулу несложную. Умение управлять, формула, с которой я не согласен фундаментально, но она для среднего случая подходит. Так вот, звучит она так. Управлять – это уметь ладить с начальством и с подчиненными. Вот держитесь этой формулы несколько первых лет так точно. Не ищите метрики, через которые вы будете управлять. Не ищите правильные способы управления. Не берите на себя даже ответственность за результат. Не пытайтесь быть качественным менеджером. Просто научитесь ладить с начальством, ладить с подчиненными. Разговаривайте, общайтесь, слушайте, соглашайтесь, принимайте их точку зрения. Будьте максимально мягким, податливым, лояльным. Через время, когда вы разберетесь, с кем вы имеете дело, вы поймете, где можно добавить какие-то метрики, где-то можно усилить контроль, где-то можно ввести дополнительные механизмы давления уже с вашей позиции. Пока у вас такой возможности нет. Гитариста не учат играть, сочиняя музыку. Для начала он играет классику. Почему же нас сразу учат выдумывать код из головы, решая задачи? Нас не учат выдумывать код, нас учат вспоминать код. Вы мало чего выдумываете, когда пишете программу. Вы используете те навыки и те знания, которыми вас уже научили, вас уже обучили. Пианист или гитарист, он тоже знает, какие аккорды брать. Ему рассказали, что такое аккорды, ему рассказали, что такое нотный стан, ему рассказали техники, которыми он пользуется. И он их повторяет. Так же и вы, программисты. Когда придет время создавать и сочинять музыку, тогда вы будете писать новые дизайн-паттерны сочинять. Вы будете создавать новую архитектуру, которую никто не видел. Вы будете выдумывать новые методы оптимизации потоков данных. Но до этого вы доберетесь через 10, 20 лет, 30 лет вашего коммерческого опыта. Как часто надо ходить в отпуск? Если идешь в отпуск не потому, что устал, а потому, что надо. Говорит ли это о том, что на работе надо что-то менять? Я не очень вообще понимаю, как это ходить в отпуск. Я думаю, что это действительно скорее обязанность, чем та радость, к которой мы должны стремиться. Хотя мы уже обсуждали это много раз. Есть много людей, их наверняка большая часть среди всех программистов, которые работают ради отпуска, работают ради вечернего времени, работают ради выходных. Это для них время максимального удовольствия, это время, к которому они стремятся. То время, которое они ждут. Когда день закончится, когда неделя закончится, когда, наконец, зима закончится или осень закончится, и я пойду в отпуск на Новый год. Наверное, это не самая счастливая жизнь все-таки для человека с мозгами, с какими-то талантами, с какими-то амбициями. Куда комфортнее жить в состоянии постоянной работы. Ваша жизнь должна быть вашей работой. Работа – это и есть ваша жизнь. Труд как благо. Конечно, у многих из нас, даже не так, у многих из нас это возможно. Есть люди, у которых это
получается куда хуже. Например, ну я не знаю, таксисты. Хотя и то можно и в работе таксиста найти удовольствие и рассматривать эту работу как, как именно смысл жизни, как то, что доставляет максимум радости. Если для вас отпуск это надо, то хорошо, все у вас в порядке. Если для вас отпуск это просто необходимость, как необходимо, например, лечь поспать. Мы же не радуемся тому, что пришло время. Ура, я буду спать. Как это здорово, я сейчас лягу и засну. Это так прекрасно. Ну, может быть, у кого-то есть такие ощущения, но мне кажется, это уже такое клиническое состояние. Мы ложимся, в общем-то, спать, потому что мы устали. Закончился день, мы устали, у нас нет возможности дальше работать. Нам приходится лечь спать. Мы просыпаемся с утра, и у нас снова возможность поработать. Если вы также воспринимаете отпуск как необходимость, как результат усталости, то все прекрасно, значит, вы в правильном режиме. Дальше. Как мне искать новую работу, если я уже работаю? Какие шаги предпринять, чтобы сделать это эффективно и при этом не потерять текущее место работы? У меня был в жизни случай один, когда я с одной компанией работал и разместил свое объявление на сайте поиска работы. И довольно скоро, это было очень давно, тогда интернета было не так много, и сайты поиска работы были не такие огромные, как сейчас, и там легко можно было найти друг друга. И начальник мой нашел меня и поставил меня в неудобную ситуацию, перед неудобным вопросом меня поставил, как же так, почему ты ищешь работу, если ты в это время приходишь в офис и работаешь. И выкручиваться было тяжело, и, в общем, все закончилось печально. Что вам посоветовать? Ну, сейчас, во-первых, сайты поиска работы, они значительно крупнее. Делайте там анонимные резюме. Я думаю, здесь Америку вам не открывают. Делайте под псевдонимами, как это делают наверняка многие. И многие из нас ищут работу, пока работают в другом месте. Другое дело, какие шаги предпринять. Я пытаюсь понять суть вашего вопроса, чтобы сделать это эффективно. Ну как? Публикуйте, ходите на собеседование, общайтесь. Только, наверное, главное здесь, в этом процессе, это держитесь главного правила. Не ругайте своего текущего работодателя. Ни в каких ситуациях, ни на новых интервью, ни при собеседовании, ни даже когда вам уже будут предлагать новый оффер. Вы должны всегда стоять на позиции «мне очень нравится моя текущая компания. Мне очень нравится мой проект, мой начальник. Это лучшая команда, которую я когда-либо встречал». Эта позиция даст вам защиту. Она вам прогарантирует возможность выйти из любой сложной ситуации, опираясь на эту позицию. Вы всегда сможете сказать, что я и не искал работу нигде. Я так пошел на собеседование, поговорил, предложили мне там что-то. Это смешно просто то, что они предлагают по сравнению с тем, что у меня сейчас. Я так сходил проветриться. Вы всегда сможете защититься. И только вы где-то скажете, что вам сейчас не нравится то ли зарплата, то ли процесс разработки, то ли менеджмент, то ли что угодно. Это ваше слабое место. Вас туда будут бить, в это место будут пробивать. И те, кто будут вас нанимать, они будут туда давить, там, где вы раскололись. И если это вскроется, то ваши текущие начальники будут тоже в эту точку бить. Вы же там это сказали. Как вам можно доверять после этого? Дальше. Пишет нам Денис, он активно пишет в open source. В среднем получаю 10 звезд на проект. Дайте, пожалуйста, совет о том, как продвигать проекты и получать больше звезд. Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. У меня не так много проектов, в которых много звезд, к сожалению. У меня, может быть, 2 десятка проектов, у которых, может быть, 3 десятка проектов, у которых больше сотни. И у меня буквально 1 или 2 проекта, у которых больше 1000. Так что я совершенно не тот, кто может посоветовать. Но у меня много проектов.
Если вы суммарно соберете все звезды, которые я получил, то будет много тысяч звезд. Но они размазаны по большому числу репозиториев. Это, конечно, обидно. Обидно видеть, как твой продукт, который ты долго разрабатывал, получает всего несколько звезд. У меня есть продукты в моем GitHub, которые максимально технически сложные с моей точки зрения, на которые я потратил очень много интеллектуальной энергии. И у этих проектов буквально 2-3 звездочки. Например, продукт называется BibCop. Я дам ссылку под видео. BibCop, можете поискать. Это линтер для файлов системы BibTeX. Библиографическая информация для LaTeX документов. Для нее, как оказалось, нет толкового, такого сильного, мощного линтера. И я его создал сам, потому что много работаю с LaTeX документами и работаю с соавторами, которые допускают часто ошибки при форматировании BibTeX файлов. У меня 3 или 4 звезды на этом репозитории. Просто 0 считайте. Из них, мне кажется, одна моя. Он никому оказался не нужен. Но там очень сложный код на Perl написан. Мне пришлось изучить Perl. Мне пришлось на Perl написать юнит-тесты. Мне пришлось на Perl написать парсер для BibTeX. Парсер, я его сам написал, не было никакого парсер-генератора. Просто на Perl написал state machine автомат, который парсит этот синтаксис. Это сложно было технически. Для меня, не знающего Perl совсем 0. И я пару лет назад сделал такой продукт. 3 или 4 звезды. Это вам как иллюстрация того, что, возможно, и не получится у вас набрать те звезды, которые вы хотите набрать. Не разочаровывайтесь, не опускайте руки. Так будет, такова реальность. Просто делайте дальше. Делайте еще проекты, еще проекты, еще проекты. Когда у вас их будет 100, может быть, какой-нибудь из них и наберет 100 звезд, или может быть даже и 1000. Это все, что я вам могу посоветовать. Но если есть более конструктивный совет, вы хотите, как именно раскручивать, то ищите, где находятся ваши пользователи. Кто те люди, которым нужен ваш продукт, для кого вы его сделали. Если это Java-девелоперы, найдите, где они общаются. Это могут быть телеграм-каналы, это может быть Stack Overflow, это могут быть форумы, это могут быть конференции. Идите туда. Вы сделали продукт, выступите на конференции. Пускай на маленькой, на каком-нибудь митапе, на каком-нибудь сборище Java-программистов. Запишите видео этого выступления, выложите его в интернет, покажите друзьям. Пойдите в телеграм-группу для Java-девелоперов. И такие группы существуют, и их немало, и русскоязычные, и нерусскоязычные. Пишите туда, задавайте там вопрос, спрашивайте: ребята, а как вы решаете такую-то проблему? Вам скажут: мы так-то, так-то, подскажите, скажите, вы знаете, а я ее решаю с помощью своего инструмента. Понятно будет, что вы себя рекламируете, но это не страшно. Вас не забанят, если вы сделаете это один раз. Если вы будете настаивать и каждый день одно и то же говорить, то да, возникнут сложности. Вот так пытайтесь действовать, исходя из того, где ваш клиент. До него пытайтесь достучаться. Дальше. Вызывают ли у вас негативные эмоции контрибьюторы, у которых не все получается сразу, которым приходится проводить по нескольку ревью? Нет, не вызывают негативных эмоций, если люди учатся. И я вижу, как они слушают комментарии на ревью и приходят с изменениями. А если я вижу, что один и тот же человек присылает разные pull-реквесты, делая одни и те же ошибки или повторяя их, то тут возникает, конечно, уже другие эмоции, и хочется куда меньше тратить времени на такие ревью. Но если я вижу, что человек пришел и он учится, то я с удовольствием ему помогу на старте, потому что я понимаю, что это в перспективе активный контрибьютор. Так что не переживайте, присылайте pull-реквесты, только слушайте ревьюверов, слушайте, что они вам говорят. Они зачастую, у них мало времени, они не могут вам объяснять подробно и писать детальные ревью вашего кода. Но каждому слову прислушайтесь, это не просто так человек вам отвечает. Он знает куда больше вас в этом репозитории, по крайней мере. И если он даже ответил вам из 3 слов, то вчитайтесь в то, что он говорит. Это вам поможет. Убирайте эмоции на своей стороне. Это важно.
Так, дальше. Про вайп-кодинг мы уже обсуждали много раз. Много ли у вас людей в подчинении? Являетесь ли вы для них прямым начальником? Ну, у меня было чуть больше людей некоторое время назад. Сейчас мало очень, всего несколько человек. Когда-то было больше, когда-то было... Вы спрашиваете про прямое подчинение. Ну, в прямом обычно состоит, ну, там, 3-4 человека. Если у вас больше людей в подчинении, то вы не сможете ими управлять. И тогда не нужно говорить, что это люди у вас в подчинении. Например, ну, кто-то может сказать, у меня команда 200 человек. Ну, во-первых, это не прямое подчинение, а через несколько уровней обычно. А если вы набираете команду из 15 человек, и это все ваши подчиненные, то вы не очень грамотный менеджер. Вообще обычно должно быть до 7 человек, но, например, в военном режиме, на войне, по-моему, там до 3. И просто невозможно управлять 7 человек, вы в режиме войны с 7 подчиненными с ними не справитесь. 2-3, 2 зама, может быть 3 зама, и вот они делают то, что вы говорите. А так-то было, ну, максимум у меня было человек 120. Это не прямое подчинение, а такое вот вся группа, кем получалось управлять. Как декомпозировать очень большие задачи, в которых очень много неизвестных, и многое будет известно однозначно только при постепенной реализации. А самое главное, как доносить это до менеджмента. Мы практикуем технологию Puzzle-Driven Development. Погуглите, почитайте, есть видео, конференции даже на эту тему. Больше уже 10 лет этому, даже 15 лет этой техники, которую мы используем с успехом. Суть ее в том, что начиная большую задачу, мы ее не декомпозируем. Мы не садимся в кружок и не решаем, как разбить эту задачу на 150 составляющих. Потому что просто непонятно, как это сделать, ровно как вы и обозначили. Многое будет известно потом. Что мы делаем? Мы пытаемся эту задачу решить малой кровью. Решить минимально доступными средствами. Вам поставили задачу, нужно сделать мобильное приложение, в котором нажимаешь кнопку, и на экране появляется картина будущего. Ну, например, такая безумная задача. Нужно сделать мобильное приложение, в нем машина времени. Вы не знаете, как это сделать, и вы не знаете, сколько времени это займет. Но вы садитесь и делаете приложение, в котором есть кнопка. И деплоите это приложение. Вы сделали первый шаг. А вот картину будущего вы оставляете как технический долг. И пишете внутри программы, внутри кода, пишете, а этот функционал мы пока не знаем, как реализовать. Оставляете текст, как бы будущим программистам. И все это коммитите в репозитории, деплоите на сервер, запускаете, отдаете клиенту и говорите, смотрите, у нас первый релиз есть, в нем есть кнопка. Кнопку нажимаешь, вместо картины будущего фотография Илона Маска. Это уже функционирующий продукт. Дальше идет следующая итерация. Мы открываем исходный код и смотрим, окей, какой у нас технический долг. Вот здесь у нас маркер, мы называем это puzzle, то место в коде, где текстом написано, что не работает, что там, собственно, картины будущего нет. Мы открываем этот пазл и пытаемся его решить. Пытаемся сделать шаг вперед, уменьшить количество технического долга в коде. Опять делаем какой-то небольшой проход. Например, вместо Илона Маска рисуем картину галактики. И говорим, смотрите, мы немного поменяли, немного функционал. И пытаемся еще что-нибудь добавить. Ну, допустим, подумать, а как же все-таки мы можем прогнозировать будущее. Ну, я шучу, конечно, это ирония, но идея в этом. Каждый раз, продвигаясь вперед, исходный код должен оставлять за собой технический долг и подбирать тот технический долг, который был оставлен раньше. В итоге вы придете к репозиторию, в котором много мест незаконченных. Много этих маркеров или пазлов, как мы их называем, оставленных внутри кода. Вы будете их постепенно подбирать, уменьшать их количество, будут новые появляться, и так движение будет идти вперед. Вопрос о том, как донести это до менеджмента. Как объяснить, что мы сделали только кнопку и уже хотим зарплату за это. У нас еще нет картины будущего, у нас просто кнопка. Вы должны менеджменту рассказать, что вы получаете деньги не за
за фичи, не за законченный функционал. А вы получаете я вам сейчас скажу вещи, которые вам многим не понравятся, вы получаете деньги за строчки кода, или за pull-реквесты, или за баг-репорты, за те deliverables, за те артефакты, которые вы складываете в кодовую базу. Ну, в самом примитивном варианте это строчки кода. Мы не считаем строчками кода, это несколько такой утрированный подход. Но, если, я вам говорил много раз, если у вас очень качественно настроена система управления, система менеджмента, система сборки метрик, система контроля качества, то можно и за строчки кода даже платить программистам, если вы жестко контролируете, что это за строчки кода. Ну, в идеальном варианте вы должны убедить заказчика или менеджера, что наш процесс, наш главный KPI нашей команды – это количество pull-реквестов в неделю. Следите за этим, расскажите об этом начальству. Ну, это будет непросто. Начальство это будет с трудом понимать такую логику, но вы должны их убеждать, рассказывать, доносить эту мысль до них. Покажите им мое видео. Результатом работы программиста является его продвижение вперед на небольшое количество шагов, метров и так далее. Как с таксистами. Вы садитесь в такси, вы не платите ему не должно быть так, что вы платите ему за то, что он доедет до аэропорта, допустим, одну сумму. Вы должны платить за километраж. Вы должны платить за то время, когда он едет по дороге. С нужной вам скоростью, по нужному вам маршруту, качественно едет, везет вас так, как вам нужно. Но вы платите за то количество пути, которое он проехал. Оказалось, там пробка, мы стоим в пробке, вы доплачиваете ему, вы платите ему за то время, пока он на вас тратит. Поехали мы быстрее, вы платите за движение вперед. Но не одной суммой, не суммой, как фиксированный кост. Это может быть окей для таксиста, для проезда на короткую дистанцию. Но и то, поговорите с таксистами в Москве и узнайте, как в час пик им некомфортно работать бывает некомфортно работать по системе фиксированной оплаты. А поговорите с теми, кто возит на длинные дистанции, то им еще менее комфортно. Так и нам, программистам, должно быть. Вы должны рассказать менеджменту, что мы берем деньги или берем зарплату, и, так или иначе зарплата связана с KPI, за движение вперед. И ваша задача сделать это движение вперед trackable. Вы должны сделать его observable, понятным, прозрачным для менеджмента. И этого многие программисты сделать не могут. И поэтому менеджмент злится, не понимая, чем же вы там занимаетесь, и ожидая от вас конечных фич, которые вы должны выдать и положить на стол. А вы должны сказать: не трогай нас по фичам. Фичи появятся сами собой. Фичи будут. Смотри на те метрики, которые мы показываем. А наши метрики — это pull-реквесты. Сколько их было, с какой скоростью они были закрыты, какого они размера. Собирайте эти цифры. И менеджмент в итоге, если вы его правильно будете убеждать, если эти метрики будут ложиться ему на стол регулярно, понятно, то он в итоге сообразит, что действительно те люди, те программисты или те команды, у которых эти метрики движения на высоком уровне, у них и фичи получаются быстрее. От них и результат конечный, который нужен бизнесу, поступает более регулярно и качественно, и вовремя. Но не разрешайте менеджменту трекать вас по фичам, трекать вас по конечному функционалу. Это контрпродуктивно, это убивает и мотивацию программиста, это и снижает управляемость со стороны менеджмента, и ставит менеджмент и программистов по разные стороны баррикад. Они начинают воевать друг с другом. Менеджменту нужно то, что программист дать не может и не хочет. А они должны быть заодно. Чтобы они были заодно, они должны понимать, что платим мы за километры, а не за конечную точку. Так, спрашивают меня отношение к недавнему событию, когда тимлид из Рутюб уволил сотрудника за то, что он состоял в группе волков ОМ через год работы в компании. Это же надо. Я не думаю, что там... Я не знаю об этой истории. Первый раз слышу. Какие-то волки, какие-то ОМ, какой-то Рутюб. Думаю, что дело не в волках, а дело просто в том, что один другому надоел, и под руку подвернулась возможность уволить по какой-то причине, которая, как-то
которую как-то можно кому-то объяснить. Обычно увольняют не потому, что что-то, а увольняют за комплекс факторов. Это как развод. Он не случается, потому что жена вдруг приготовила невкусный борщ. Из-за этого никто не разводится. Разводится, потому что она много или он много месяцев или лет накапливал недовольство. И потом в итоге этот последний борщ, конечно, является последней каплей. Это как этих, которые всякие оппозиционеры, которых в тюрьму сажают, а потом телеканал «Дождь» вместе с «Голос Америки» рассказывает нам, что человека посадили за один пост в Инстаграме антивоенный. Потому что на суде суду достаточно одного поста. Суд не будет разбирать всю историю этого человека. Суд не будет долго и длинно рассуждать о том, как этот человек в течение 10 лет просто портил жизнь всем окружающим его людей и, в общем, постоянно против власти что-то делал. Я сейчас не на стороне человека и не на стороне власти. Я просто объясняю, что ситуация, она видна нам по конечной точке. Нам показывают финал, когда человек сидит в суде, весь огорченный, и нам рассказывают в новостях, что он один пост сделал и написал там «нет войне», например. И вот он в тюрьме на 5 лет. Потому что так проще, как этого Аль Капоне посадили за неуплату налогов. Нашли какую-то там ерунду, где он что-то не доплатил, какие-то несколько там тысяч долларов. Я не помню деталей, не знаю. И посадили его на несколько лет. Нужно было просто его посадить. Никто не стал приносить все, что на него накопилось. Потому что это лишнее. Потому что это только утяжелит судебный процесс. Так и здесь точно. Нашли какого-то человека, вернее, нам показали финальную точку. Не верьте этому. Понимаете, что у любого конфликта есть длинная предыстория. И смотрите не на финал, а понимаете, что к этому привело. А если говорить вообще в целом про увольнение, то я вам говорил много раз, что я за то, чтобы увольнений не было вообще в компании, чтобы люди уходили сами. Менеджер хороший не увольняет никого. Если вам приходится как менеджерам встречаться с своими сотрудниками и рассказывать им, что вы их уволите, и угрожать им этим, а еще хуже, собственно, увольнять их, то вы некачественный менеджер, безграмотный. Они должны сами увольняться, они должны быть поставлены в такие условия метриками, которые вы придумали, или правилами, которые вы создали, что им будет понятно, что они не выгодно им здесь находиться. Нет смысла. Денег мало, результаты невысокие, роста не происходит, некомфортно, задачи не справляются они с задачами, не принимают их pull-реквесты. Они делают код, а они на реджект идут. Он написал, а его не приняли. Он опять написал, его не приняли. Почему? Потому что наши требования по качеству выше, чем его компетенции. Он раз, два, три, учиться не хочет, расти не хочет. Мы не принимаем его pull-реквесты и все. И у нас нет возможности пойти на компромисс. Мы не будем его доучивать, например. Мы четко решили, что мы здесь не обучаем никого. Мы просто идем в нашем потоке с нашими требованиями качества и с нашими ориентирами. Человек не вписывается. Его никто не увольняет. Никто с ним не будет садиться и на one-to-one разговаривать и говорить, если ты не станешь лучше, то мы тебя. Зачем? Не тратьте это время. Лучше сходите с ним пиво выпейте. Или, не знаю, смузи. Подружитесь с ним, расскажите, поговорите, чем он занимается, как он любит рыбалку, охоту, что угодно. А по работе о чем здесь говорить? У нас правила есть, мы их написали. Ты не справляешься. Найди другую компанию, может быть, там другие правила. Ко всем с улыбкой. Чем меньше у вас агрессии по отношению к сотрудникам, тем более качественный вы менеджер. Но жесткость правил при этом должна быть максимальной, максимально возможной. Если вы, конечно, сделаете максимально жесткие правила, от вас могут уйти сразу все, потому что многие не справятся с жестким режимом. Но вы должны как менеджер потихоньку поднимать, ужесточать правила. Вы попали в команду, видите, что здесь 80% слабо квалифицированных и слабых сотрудников. Окей, правила пока будут не очень жесткие, потому что вы не хотите, чтобы все ушли от вас в ближайшее время. Потом вы видите, что правила немножко поработали, посмотрели. Видите, что уже не 80% таких слабых, а их всего лишь 40 осталось. Окей, можно немного проредить команду. Ужесточаем правила, раз, трое ушли.
понимают они, что стало пожестче. Они ушли. Пришли кто-то более сильный. Вот так вы должны управлять, а не увольнениями. Еще и про каких-то волков там разбираться, где он там на мотоциклах каких катается. Какая разница? Катайтесь с ним вместе. Так. Насколько мне, спрашивает Макар, как middle PHP разработчику, наличие технических статей по объектно-ориентированному программированию и архитектуре в своем телеграм-канале вместе с активной аудиторией помогают лучше себя продать? Ну, я думаю, что зависит от того, где вы себя продаете. Если вы себя продаете на рынке фриланса, как, как человека, который на PHP может пару скриптов написать за пару сотен долларов, наверное, это не поможет вам, потому что ваши покупатели даже читать это не будут. Более того, это может помешать, потому что они подумают, что вы этим озабочены, что вас это интересует, что вам это важно, и вы на это тратите время, на свой канал, на статьи, на популяризацию своих идей. Это будет вас отвлекать от написания скриптов. Они ожидают, что вы будете просто... Ну, например, если я заказываю человека, ищу человека, который мне стены покрасит в доме. Он приходит и рассказывает мне, что вообще-то он художник, и он рисует картины, и он участвует в выставках, и поэтому у него в пятницу будет выставка, и на следующей неделе он уезжает, потому что он будет... Ну, мне это нужно знать. Я, скорее всего, его не выберу для покраски стен в моей квартире. Он как будто бы overqualified для меня. Так же и вы можете выглядеть. А если вы ищете работу именно художника, если вы хотите найти работу один раз и в какой-то хорошей группе, которая будет ценить то, чем вы занимаетесь, то да, конечно, поможет. Вопрос совпадения ваших достоинств и их ожиданий. Так. Стоит ли устраиваться на две работы? Ну, в общем, я думаю, что нет, потому что это, ну, такая, понимаете, вы и там в рабстве, и вы еще во второе рабство идете. Вы же все-таки говорите в две работы, устраиваться. Из вашего текста звучит так, что вы там кодер и там вы кодер. За деньги, за еду. Ну, не лучший способ применения себя. Лучше все-таки устроиться в одну точку, в одну команду, в одну компанию. И желательно, чтобы это было что-то максимально крупное и долгоиграющее. И уже параллельно, если вам нравится чем-то заниматься своим, то строить что-то свое. Свой open source, может быть, свой стартап. Как-то так. Но просто как лошадь тянуть две работы или три работы. Но только если у вас с финансами проблемы. Если вам нужно просто срочно заработать себе на денег на, не знаю, на лечение, не дай бог, или на квартиру в Черемушках. Тогда имеет смысл. Но если у вас уже решена проблема таких текущих расходов, текущих денег, то не тратьте время на просто две работы. Это грустно так к себе подходить. Так, вопрос про программирование. Существует принцип, что типы данных, что типы, точнее, должны выражать семантику данных. Например, в C++ для размера коллекции используется беззнаковый size t. Однако в новых языках обычный int. Как вы считаете, почему? Ну, думаю, что size t лучше, чем просто int, безусловно. Но я, в принципе, против типов как таковых. Потому что они ограничивают программиста и делают это довольно грубо, зачастую мешая программисту использовать всю возможность, и всю красоту и весь потенциал объектно-ориентированности. Например, в C++ size t. А если я хочу не size t, а что-то другое, и я не хочу наследоваться или имплементировать, или определять свой собственный тип как size t,
то вот у меня уже и некий тупик, мне приходится знать про SciST, мне приходится прочитать его документацию, мне приходится быть тоже SciST, если я хочу, чтобы меня понимали те, кто берет размер коллекции. Лучше, если компилятор сам сообразит, с чем мы имеем дело. Но, конечно же, int просто голый int, то есть просто голые данные, naked data, как мы их иногда называем, они, конечно, хуже, чем все, потому что в этом случае вы не только отдаете, вы не просто не передаете семантику, вы разрешаете получателю эту семантику выдумать. Вы вернули int, и я, уже получив ваш int, сам могу додумать, домыслить. А знак там есть, или, допустим, там 0 возможен в этом случае или невозможен. И я сам решу, и я сам придумаю это, и с этими знаниями останусь. А вы и даже не подозреваете о том, что я сделал. Вы, когда возвращали мне этот интеджер, эти данные, вы не имеете никакого контроля над тем, какие решения я буду принимать. Так что, конечно, нужна максимально детальная типизация, но без типов, без объявления типов. В принципе, типы, как я это понимаю, были придуманы в языках программирования, чтобы облегчить работу компилятора и усложнить жизнь программисту. Компилятор не знает, как сообразить, что в этом случае перед ним. Мы скажем: окей, а давайте мы заставим программиста нам об этом рассказать. Программист расскажет, компилятор доволен, нам легче скомпилировать более качественно и более эффективно. Мы можем сделать программу быстрее, если мы знаем тип. Но давайте сделаем компиляторы или языки программирования такими, чтобы эти решения могли приниматься на этапе компиляции без нагрузки на программиста. Но мы уже привыкли к тому, что программисты даже думают: нет, типа это хорошо, потому что ко мне приходит какой-то X, я на него смотрю и понимаю, какого это типа, и дальше для меня я все выводы могу делать из этого исходя. Но это потому, что скоупы огромные у программистов, потому что большая очень программа перед ним, потому что он не понимает, что это за X. И поэтому ему нужна помощь в виде типов. Это костыль в определенном смысле для программиста, если так на него посмотреть. Если программа маленькая, если в программе 30 строчек всего, в этом блоке, на который мы смотрим, то мы знаем, что это за X. Нам не нужна никакая дополнительная информация, не нужна. Мы понимаем, глядя на программу, семантику X. Но когда у нас в программе 1000 строк в одном файле, и в другом 1000, и в третьем 1000, и этот X пришел к нам неизвестно откуда, то да, мы, конечно, говорим: ребята, какого это типа X? Расскажите нам. Но вы сократите размер программы, сделайте так, чтобы перед вами было 10 строк, тогда не будет такого вопроса. И длина переменных тоже отсюда же. Мы называем переменные длинными, сложными названиями, даем им большие длинные имена. Почему? Потому что мы не понимаем иначе, что такое X. А если у вас всего 3 переменных, и вся ваша программа, с которой вы имеете дело, это 10 строк, зачем вам писать имя у этой переменной, текст-файл, текст, подчеркивание, файл? Напишите F. Из 10 строк будет понятно, что такое F. Зачем текст, подчеркивание? Очень часто программисты присылают мне pull-реквесты, в которых в 3 строчках он не может сообразить, что не нужно называть переменную длинным именем. Я и так понимаю, что ты имеешь в виду. Зачем пишешь мне лишние буквы пишешь? Читать же это все тяжелее в итоге. Такой вопрос уже задавали, но могу повторить его. Если представить, что нет такой профессии, как программирование, как вы думаете, чем бы вы занимались? Я думаю, любой профессией мог бы заниматься. Мне когда-то очень нравилось уголовное право, например. Я даже учился немножко на юридическом факультете, так чуть-чуть, и мне казалось, что уголовное право — это очень интересный предмет, и им юристом быть, это мне казалось полезно. Да любым делом можно заниматься, если глубоко заниматься, если получать удовольствие от того, что делаешь, то можно и котлеты продавать на углу, и в итоге построить ресторан бы я бы, например, с удовольствием бы, или сеть ресторанов делал бы. Тоже, мне кажется, интересный. Да любой бизнес, любое дело. Спрашивает нас Вася.
Подскажите, работаю бэкэндером на Java. По себе вижу, что больше нравится и лучше получается решать бизнес-проблемы, нежели какие-то инфраструктурные таски или оптимизацию. Это я плохой спец? Ну, плохой спец, Вася, да. Это у вас, вы больше, значит, системный аналитик, вы больше бизнес-аналитик, вы больше, может быть, даже предприниматель в какой-то степени. Вас тянет вверх по уровню абстракции. Вы хотите ближе быть к пользователю, вы хотите быть ближе к клиенту, а не к машине, не к железу. То есть вы как программист, а здесь такой вроде бы канал, вот этот, где мы разговариваем, он больше для программистов. Как будто бы вы не с нами, вас тянет туда. Это не значит, что вы в принципе плохой. Вы просто плохой как программист. Вас должно тянуть все-таки как-то, как мне кажется, тянуть в сторону детализации, в сторону... Абстракция нужна, безусловно. Мы хотим подниматься по уровню абстракции вверх. Но мы должны этого хотеть, чтобы кому-то облегчить жизнь, но не себе. Мы должны делать уровни абстракции для других программистов, для пользователей, для аналитиков. А самим нам нравится процесс создания этих абстракций. Нам нравится делать фреймворки, библиотеки, которые будущим пользователям дадут абстракцию. Я сделаю библиотеку, в которой будет один класс, в этом классе будет один метод, вы вызываете метод, и он вам закриптовывает целиком файл так, что его, значит, супернадежно невозможно взломать. Я создал эту абстракцию. Для вас, как для пользователя, это будет один файл с одним методом, одна точка входа, очень примитивно. Но для меня внутри очень интересно, как это все будет собрано. А вы говорите, мне не интересно, я хочу только одну функцию вызывать, и пускай она закриптовывает. У вас вектор в обратную сторону. Как часто ты обращаешься к документации, у меня спрашивают, или гуглишь что-то по Java? Есть ли темы, которые ты не знаешь? Когда программисты часто что-то гуглят, некоторые начинают сомневаться в себе. Сталкиваешься ли ты с таким? Нет, я не сомневаюсь в себе вообще, когда я гуглю. Мне кажется, это нормально. Я очень часто это делаю. Я очень мало помню из того, как устроена Java, как устроены те языки, на которых я пишу. Я не только на Java пишу, я пишу на, не знаю, на 5, на 7, наверное, языках. Если считать Bash языком, если считать Perl языком, если считать HTML языком, если считать CSS языком, если считать XML языком, если считать XSL языком, то вот я вам перечислил уже 7 или 8 штук. Это я еще не сказал про Ruby, JavaScript, Python, Rust, на котором я тоже программирую. И я должен все это помнить, все эти 10 языков, и все их библиотеки, и все их стандарты. Нет, я как раз стараюсь не запоминать, стараюсь не помнить. И гуглю очень часто. Но сейчас это не Google, сейчас это чат GPT, сами понимаете. Или прям Claude Code, которого я спрашиваю, и он за меня все делает. Не сомневайтесь в себе в этом случае. Вы должны сомневаться в себе, если вы не понимаете, как работает ваша программа. Если вы не уверены, что она... если вы не уверены, где, в какой точке, что она делает. Вот это проблема. В этом случае я начинаю в себе как программисте сомневаться. Если я написал что-то, а потом я смотрю на блок кода или на класс, или на метод и задаю себе вопрос, как это точно будет работать. Вот это сигнал к тому, что я некачественный программист, и я что-то такое наваял, что бестолково сделал. И это бывает и частенько. И вот тогда возникают неприятные ощущения. А если я не знаю, как вызвать какую-то функцию в Java, ну и прекрасно, для этого есть справочники всякие, Google. Ну вот спрашивают у меня опять про типизацию. Я про это только что рассказал. Похоже, что я на этот вопрос уже ответил. Спрашивают подход, который в языке Julia. Я знаю, что есть такой язык, но я на нем не писал. Там state отдельно, алгоритмы отдельно, полиморфизм через перегрузку функций. Звучит все хорошо. Кажется мне, что это правильный подход. Я посмотрю на язык Julia, раз вы так говорите.
Так, тут я вопрос не понял. Изменил бы я что-то сейчас, если бы мне было 40? Изменил? Что бы я изменил? Не очень понял. Как избегать фрустрации, спрашивают меня, в общении, в работе над одним делом, когда вы... у вас тут ситуация такая. Игрок А взаимодействует с игроком С. Я так понимаю, игрок А это тот, который очень компетентный и очень замотивированный и очень способный, а игрок С это которому ничего не нужно и ему вообще плевать на то, что происходит, и он ждет просто зарплаты. И вот как избегать фрустрации в общении и в работе над одним делом? Надо просто подходить к этому игроку С, если вы игрок А. Я так понимаю, вы себя в эту позицию ставите. Нужно просто подходить к этому как к функции. У вас перед вами человек, который способен на что-то. Он как-то вам способен помочь или как-то вам где-то может оказаться полезным. Ну, так его и воспринимайте. Не пытайтесь его в нем видеть там, студента или ребенка, которого нужно обучить. Не пытайтесь ему помочь стать лучше. Не пытайтесь стать его ментором. Особенно, если это игрок С. Если это Б в этой классификации А, Б, С, то там идея в том, что игроков А их мало, и они очень замотивированы сами по себе. Им не нужна помощь, они будут работать, даже если их оставить в покое и зарплату перестать платить. Игроки С это которым совершенно ничего не нужно, они просто досиживают или высиживают, или ждут зарплаты. А вот игроки Б это которые не определились, то ли они хотят стать А, то ли они хотят стать С. Они где-то посерединке. И их большинство в компаниях. Их 80%. И задача любого менеджера это сделать из игроков Б игроков А. Ну и для этого нужно максимально стараться быстро устранять игроков С. Убирать, увольнять, сокращать, как-то их нейтрализовать. Потому что они очень демотивируют. Они влияют на игроков Б и мотивируют их превратиться в С. На игроков А вы уже не повлияете. Они сами по себе хороши. Они будут трудиться даже если мир остановится, они будут двигаться вперед. Так вот, если вы состыковались в своей работе с С игроком, то вы должны понимать, что это вам не нужно тратить свои силы на межличностные коммуникации, на воодушевление, на вдохновление. Ничего не получится. Просто функционально подходите. Вот задача, не можешь ее сделать, окей, давайте эту задачу другому человеку. А на этом не останавливайтесь. Не тратьте время. Это совет не мой. Это этот Уэлш, который придумал эту классификацию, известный менеджер, по-моему, в General Electric в прошлом веке, он так и говорил в книге своей. Вы должны полностью игнорировать С игроков. Вы не должны на них тратить ни минуты своего времени, потому что это впустую. Это люди, которые уже на выходе. Это балласт. Вы должны быстро, вовремя соображать, кто эти люди, кто С игрок, кто здесь сидит просто потому, что ему пойти больше некуда. И не надо с ними воевать, потому что они довольно устойчивые. Им нечем больше заниматься, кроме как выживать. Они не кодят, они не решают технические проблемы, они не занимаются карьерным ростом. Они просто выживают. И для этого они тратят все свои силы на это. То есть они могут вам жизнь попортить, интриги против вас плести, слухи про вас распускать. Это их бизнес, это их жизнь. Они этим занимаются. У них нет задачи писать Java-код. Они пишут одну строчку в месяц, если вообще что-то пишут. Они разговаривают, они ходят на кухню, они много друзей заводят в компании, они со всеми, в общем, знают, что происходит, они в курсе событий всех. Это вот С-игроки, так они обычно выглядят. Держитесь просто так нейтрально, но не ввязывайтесь в войну. Ну вот пишет нам Давид. Я из Украины, переехал 8 месяцев назад в Германию. Здесь учу язык, развиваюсь. Думаю, что свяжу с этим свою жизнь, с программированием, видимо. Сейчас вот думаю, переехать в Москву или дальше бороться тут. Вот именно бороться. Судя по той информации, которая у меня есть, я сам прожил в Европе довольно долго, много лет.
И потому что говорят те, кого я знаю, и кто жил тоже в Европе и работал, и то, что говорят те, кто сейчас находятся в Европе и работают, то вроде бы по сравнению с Москвой это куда менее выгодное место Германии. Выгодное. Обратите внимание на слово выгодное. В финансовом плане. Вы просто будете беднее, у вас просто меньше денег, находясь в Германии, потому что вы платите больше налогов, вы платите больше за аренду квартиры, за социальные сборы, за страховку, за транспорт, за уборку мусора. За все это вы платите больше там. А получаете на выходе, по сравнению с Москвой, ниже качество сервиса и меньшее удовлетворение от жизни. Когда-то это было не так, я об этом много раз говорил. Когда я попал в Европу, попал жить в Европу, это были начало нулевых годов, то в Москве был кошмар. Это было лужсковское время, здесь было грязно, здесь были разбитые тротуары, здесь были проститутки на улицах, здесь было плохо, здесь менты грабили людей на улицах. Вот такое было. Это было такое переходное время между 90-ми и тем временем, что сейчас. И, конечно, было шикарно в Европе. И было понятно, почему я плачу 200 евро в месяц за ЖКХ. За электричество, за воду и еще 50 евро в месяц за уборку территории вокруг дома там какого-то. Это я платил примерно такие деньги в Амстердаме, где я жил, и в Германии немножко тоже. Это было понятно, потому что так здорово вокруг, так красиво. И возвращаясь в Москву или в Киев, или в Украину, было кошмар, было ужасно то, что там происходило. Но прошло 20 лет, и ситуация поменялась. Сейчас в Москве качественно, а в Германии некачественно. А цены остались те же в Германии. Они по-прежнему берут 200-300 евро в месяц за ЖКХ. В Москве стоит 50 евро, 60 евро в месяц. Все вместе. Вода, электричество и так далее. Так что, если вы хотите совет, вот вы написали «я думаю», если вы хотите совет, то вы как программист, вам нужно строить карьеру, вам нужно нарабатывать позицию. Вы не можете просто сейчас, вот вы посидите в Германии, допустим, потом вернетесь в Москву и сразу же найдете себе хорошую позицию, хорошую компанию. Не факт, что так будет. Лучше это постепенно делать, лучше переехать раньше, чем позже, так я думаю. Может быть, ситуация поменяется в этой Германии или вообще в Европе в целом, но как будто бы для этого должен произойти какой-то, что-то, не знаю, что должно произойти. В Америке не так. Если брать Америку, то там ситуация другая. Если вы бы мне сказали Калифорния, Нью-Йорк, то там с деньгами будет лучше, чем в Москве. Если вы будете программистом в Силиконовой долине, в Кремниевой долине, то вы там заработаете себе за пару лет и на Тесла, и на хлеб с маслом. Больше, чем в Москве. Но там другие минусы. Про них можем отдельно поговорить. Так, тут вот вопрос опять про женщин. Почему-то у нас к концу всегда остаются вопросы про женщин. Так, давайте еще немного вопросов без женщин, потом вернемся к вопросу. Вопрос про женщин звучит так. Сейчас, секунду. Спрашивает Лев, поскольку вы живете со своей женщиной отдельно, не допускаете ли вы мысль, что она еще с кем-то может быть? Если да, как вы с этим справляетесь? Лев, оставим этот вопрос на финал, назовем его философским. Так, дальше. Вам лень в своих же чатах участвовать по вопросам ООП и ЕО? Заходил, но как будто полумертвые. Там есть такое. Я не так активно там участвую, не так активно, или, может быть, совсем не активно обсуждаю вопросы ООП и ЕО, потому что много людей там. Потому что уже там есть люди, которые во многом лучше, чем я, могут дать ответы на ваши вопросы. Если я буду там сидеть, то я чем-то другим не буду заниматься. Я что-то другое важное не буду делать. Я был там поначалу. Если вы отлистаете историю назад, с момента их создания, лет на 7-8 назад, то вы увидите, что я активно обсуждал, рассказывал, как я мог, и спорил. И там была активная жизнь с моим участием. Сейчас там несколько сотен человек. Что я
Я там далеко не самый умный, чтобы забирать микрофон. Хотел бы я получить эликсир вечной молодости. Если да, то для чего? Ведь велика вероятность, что на нашем веку его изобретут. Да, я тоже думаю, что изобретут. У меня такая же мысль, как у вас. Очень вероятно, что изобретут что-то, что будет продлевать нашу жизнь очень надолго. Может быть, не навсегда, но очень надолго. Или, может быть, какие-то новые формы жизни будут выдуманы, как в книгах Виктора Пелевина. И мы будем жить, наш мозг будет продолжать жить, тело будет погибать, умирать от естественных причин, а мозг будет сохраняться, перемещаться в банку, в этой банке будет подключен к системам жизнеобеспечения, и многие годы, десятилетия, столетия будет жить, и мы будем мыслить, а это самое главное. И мы будем мыслить так, что нам будет казаться, что у нас есть и руки, и ноги, но при этом никакого тела у нас не будет. Но ощущения будут такие же, как если бы у нас все это было. И тогда какая разница? Есть у меня ноги и руки, могу я бегать, прыгать, или я нахожусь в состоянии сна и ощущаю все то же самое. Вы же когда спите, вы не бегаете и не прыгаете, но вам кажется, что вы живете активной жизнью. Вам снятся сны, в которых происходит все, что происходит. Может быть, мы к этому придем. Для чего, вы спрашиваете, зачем эликсир вечной молодости? Ну, мне кажется, я вначале ответил. Для работы, для получения радости от труда. Это же здорово. Тем более у нас работа интеллектуальная. Мы работаем головой, мы работаем, создавая что-то, то, чего не было, путем чисто рассуждений, размышлений, перестановки строк кода и переименования переменных. Если этим можно будет заниматься вечно, это же так здорово, мне кажется. Для чего? Вот вы пытаетесь найти смысл в существовании, смысл, который как будто бы лежит вне нашей жизни, который лежит как будто бы вне нас. Это некая такая рабская позиция. Не хочу обидеть вас, но это у меня то же самое. Я тоже так мыслю частенько. Какой смысл в моей жизни? Это значит, я спрашиваю, какой смысл для кого-то? Для чего моя жизнь? Вопрос, кому? А если вы подумаете, что нет никого, кто вас создавал или создал для чего-то и от вас чего-то ожидает, и вы просто не можете сообразить, чего же он ожидает, просто поменяйте эту позицию на позицию, не было никакого создателя меня конкретно. Просто я участник, часть общей динамики, я такая часть, в хорошем смысле, биомассы. И вся эта биомасса, она шевелится, развивается, живет, существует. Какое-то время она, может быть, погибнет вся вместе через какое-то время. Но не воспринимайте себя как чей-то продукт. Вот так. Тогда вопрос о смысле жизни не будет стоять, не будет сформулирован так. Для чего я, для чего моя жизнь? Будет вопрос, для чего мы? Для чего в целом жизнь? Для чего в целом цивилизация? Для чего в целом живой мир на планете Земля? Это вопросы куда более интересные, чем вопрос «я для чего?». Так, про Haskell мы уже спрашивали. Мы его используем немного в одном проекте у нас. Отношение у меня к нему хорошее. Язык себя показывает пока, по крайней мере, хорошо на небольшом примере. Но я сам на нем не пишу, я его не понимаю. Хотя прочитал книгу о нем, но пока сам не написал ничего, я не понимаю, как на нем. Даже читать у меня не получается. Так, что мне нравится больше, заниматься разработкой или преподавательской деятельностью? Невозможно одно без другого. Я не представляю себе, какой бы был я преподаватель, если бы я не был кодером. Наверное, я был бы таким слабым преподавателем, и мне было бы это неинтересно и трудно это делать. Я бы постоянно чувствовал себя самозванцем, постоянно я бы стеснялся своих студентов, я бы злился на студентов, я бы дискомфорт ощущал при контакте со студентами.
Я понимал, что я говорю что-то, что может не соответствовать действительности, и я не знаю, как это проверить. Я не могу это сам написать, не могу это запустить. Или не делаю это часто, не делаю это каждый день. А если я каждый день программирую, то для меня в удовольствие преподавать. Потому что я понимаю, что я говорю правду. Что-то я могу не знать, где-то я ошибаюсь. Но я не самозванец. Я реально это кодил вчера. И вот я вам, ребята, рассказываю. Смотрите, вот мой код, вот так не делайте. Они мне могут сказать, вы ошибаетесь. И я скажу, да, я ошибаюсь. Вот в этом месте вы правы, я ошибся. Но в целом я не ошибаюсь. И мне жаль тех преподавателей, которые просто преподаватели, у которых нет своих проектов, нет исследовательских грантов, нет своих команд, где они кодят и создают продукты. Это грустно так видеть этих преподавателей, которые остаются просто теоретиками. Даже если ты математику чистую преподаешь, ты должен постоянно что-то делать в этой области, писать статьи, изобретать новые теоремы, должен создавать новые исчисления, новые принципы, новые какие-то подходы, а не просто читать по книге, которую ты выучил 20 лет назад. И вот ты одно и то же, там эти дифференциальные уравнения. Это можно может быть, даже для школьников это неинтересно делать. Ты должен быть в жизни, а не только в сухом знании. Что думаю я про блокчейн, разработку и криптовалюты как направление? Я думаю, что блокчейн это интересно, в принципе, как технология, не обязательно в применении к криптовалютам. А насчет самих криптовалют, я думаю, что это, как будто бы нас ждет что-то новое в этой области. У меня такое ощущение. Криптовалюты, как просто криптовалюты, им уже больше 10 лет, биткоину, эфиру, и все они, стейблкоинам, они вроде бы уже все нам показали. Мы уже поняли, что это, но недостатки, которые в них, которые видны и которые понятны, они неустранимы до сих пор, не устранены. Это в первую очередь медленность биткоина, это его громоздкость, это совершенно не элегантность и абсолютно неуклюжесть стейблкоинов, которые притянуты как смарт-контракты за уши, мне кажется, на этот эфир и работают там просто потому что работают, потому что всех устраивает финансовая модель, всех спекулянтов, и поэтому стейблкоины живут на эфире. Но правильно они должны быть сделаны не так. Но их не делают правильно, или это какие-то микропроекты. Я, может быть, про них просто не знаю. Так что ощущение такое, что нас ждет какой-то новый технологический виток в этой области. И нужно в эту сторону работать. Но просто повторять то, что 10 лет назад уже сделали, блокчейн, и куда там, какая там будет новизна, мне не очень понятно. Как дела у Zerocracy? У Zerocracy дела хорошо, это open source проект, мы развиваемся. Если вам интересно, заходите в наш канал Zerocracy на Telegram, и там все обновления, вся свежая информация, подключайтесь, будете в курсе. Пишут мне, вы как-то отзывались об удаленной работе за... Почему же у вас в подчинении люди работают в офисе, тратят наверняка время на дорогу и прочее? Это не мое решение. Я же работаю в корпорации большой, и корпорация требует присутствия людей в офисе. Я, с одной стороны, категорически осуждаю это решение, но с другой стороны, категорически его понимаю. Я прям совершенно искренне понимаю, что это их вынужденная мера у крупной корпорации. Если бы я был во главе даже большого подразделения в крупной корпорации, допустим, у меня было бы 10 тысяч человек, то я бы сделал то же самое. Я бы сказал всем ходить в офис, в 9 утра отмечаться, в 6 часов отмечаться на выходе. Вот прям охрану бы поставил, которая бы следила за тем, сколько человек проводит времени за компьютером, сколько он времени проводит на кухне. Сделал бы тотальный контроль, тотальное наблюдение. Почему? Потому что в таких больших группах, которые организованы по традиционным методам менеджмента, где нет оценки за результат, а есть оплата в конце месяца зарплаты, подавляющее большинство сотрудников это B и C employee. То есть людям, которым просто нужно досидеть до конца рабочего дня, которые делают
ну, на отвали большинство задач, у которых мотивация около нуля находится. Им совершенно неинтересно будущее этой корпорации, им не интересны цели корпорации, потому что от них эти цели очень далеки. Где там цель корпорации? Захватить новые рынки. И мне какое дело, как программисту, до вашей цели захватить новые рынки? Мне это совершенно не близко. Мне вообще наплевать на ваши рынки. Мне нужна зарплата в конце месяца. Мне нужно дачу строить. Все, я никак с вами не связан с вашей корпорацией. И так мыслят подавляющее большинство сотрудников. Ну, давайте им разрешим работать из дому. Ну, что мы получим? Они просто не будут работать. Они просто ничего не будут делать, будут выполнять минимум задач, которые перед ними ставят. Поэтому мы вынуждены вызывать их всех в офис и стоять над ними с кнутом, контролировать их, наказывать за отсутствие, штрафовать за то, что он на 5 минут опоздал. Как на заводах, как на фабриках во времена мануфактур. То же самое. Либо мы должны поменять систему менеджмента всю целиком, а это невозможно в больших корпорациях. Потому что будет огромное сопротивление со стороны менеджмента, со стороны людей-бюрократов, которые заняли все управляющие позиции и вцепились в них зубами, будучи, как я вам уже говорил, будучи абсолютно некомпетентными и абсолютно трусливыми. Они держат все менеджмент-позиции. Если вы сверху начнете в своей огромной группе из 10 тысяч человек, сверху начнете им сообщать, что, ребята, а теперь мы будем платить деньги за pull-реквесты, теперь мы будем платить деньги за результат, поднимется восстание, будет сопротивление. Это, конечно, будет не прямое, вам все скажут «да, да, да», все будут кивать, все менеджеры вам скажут «безусловно», как вы скажете, так и будет, но будет такой саботаж навстречу к вам, что вы очень быстро поймете, что это невозможно. Заставить менеджеров убить себя, застрелиться, что им делать? Они-то не умеют писать pull-реквесты, они же абсолютно ни к чему не пригодны уже за многие годы. Они последний раз открывали код на Java 15 лет назад. Он не знает вообще ничего больше в технологиях. Он абсолютная бездарность. Но у него позиция там топ-менеджер какой-нибудь там крупного департамента из 500 человек. Вы спросите у него вообще, мы это уже обсуждали, да, он ни в чем не специалист. И вы к нему приходите и говорите, теперь мы будем жестко управлять, контролировать только за результат, всех распустим по домам, премировать будем лучших, худших увольнять. Причем худший это ты, номер один. Потому что от тебя-то толку какого? Мы всех распустили, выдали задачи, каждый знает, что делать, а ты зачем? И он вам придумает, зачем он вам расскажет. Он вам сделает так, что вы увидите резкое снижение производительности, вы увидите резкий саботаж со стороны сотрудников. Он подстроит все, он это умеет. Он не умеет кодить, он не умеет решать технические задачи, но он умеет подставлять людей, он умеет создавать враждебные ситуации в корпорации, он умеет сталкивать между собой. В общем, он сделает вам, это он один, а их там будет сотни. Так что поэтому мы ходим в офис, потому что большая корпорация. Иначе невозможно. Работаю ли я в тишине или под музыку? Я работаю иногда так, на самом деле. Но тишина точно не в тишине никогда. В тишине не получается. Я работаю либо где-то в кафе, под шум кафе, либо под музыку в наушниках в офисе. Так, все, последний вопрос, и мы заканчиваем. Давайте вернемся к женщинам, да. Как-то мы всегда на женщинах заканчиваем, но повторю вопрос. Поскольку вы живете со своей женщиной отдельно, не допускаете ли вы мысль, что она еще с кем-то может быть? То есть не ревную ли я? Как вы с этим справляетесь? Я думаю, что удержать человека, как программиста, как сотрудника, как кого угодно, как женщину или как мужчину, если вы женщина, невозможно силой. Возможно, на короткий срок, в таком в авральном режиме, в военном режиме можно, схватить человека на улицу, надеть на него военный костюм, дать ему пистолет, бросить его на передовую, и он пару недель будет стрелять. Потом нужно будет его списать. Но это короткий интервал. В длинную, в долгую с женщиной не получится играть в режиме «я контролирую, с кем ты, и поэтому я знаю, что ты ни с кем другим». Если она хочет быть с другим, да вы ее хоть закройте в квартире, хоть ключи заберите, она найдет, как ей... Она будет виртуально в любовь играть с кем-то другим.
Но она не будет вас любить, потому что вы ее блокируете, ее перемещение, блокируете ее свободу. Более того, мне кажется, она будет вас больше любить, если вы дадите ей больше свободу и скажете: да мне все равно. Это же самый главный афродизиак, когда мужчине все равно. Такие мужчины привлекают куда сильнее женщин, чем те мужчины, которые ревнуют, следят за ней, читают ее переписку, бегают за ней, смотрят, куда она пошла. Это не сексуально. Сексуальный мужчина, которому наплевать. Ну, хочешь, иди куда хочешь. Она сама потом прибежит. Она сама будет к такому мужчине тянуться. Будет искать его внимание, искать его интерес. Почему он не звонит? Почему он не спрашивает, где я? Да он своим занят, сидит, программирует. Она пошла там к подружке, к одной, второй, а он не звонит. Не спрашивает: ты где была сегодня? Ты почему поздно пришла? Пришла поздно, а он спит уже. А она пришла, опоздала, там где-то гуляла, пришла, а он спать лег. И все, он даже не понял, что она опоздала. К такому мужчине тянутся женщины. Так мне кажется. Может быть, я не специалист в женщинах, вам честно скажу, но у меня ощущение такое. Чем вы ее интенсивнее ловите, чем больше вы ее тянете к себе, тем быстрее вы ее теряете. Все, на этой позитивной, мне кажется, ноте мы заканчиваем. Спасибо всем, кто пришел. И увидимся, надеюсь, на следующей неделе. Если в отпуск никто не уйдет, то в то же время в 6 часов ставьте лайки, подписывайтесь.